Всем привет! Мы с вами начинаем путешествие в новый маленький русский городок на реке Волге, и город называется Городец. Это очень небольшой город, но здесь очень много интересных ремесел было развито. В общем, если вам интересно, оставайтесь, смотрите вместе со мной на канале Russian Language Club. Город Городец. Маленький, но очень старый город, который находится всего в 60 километрах от Нижнего города. Этому городу почти 900 лет. Он старше Нижнего Новгорода на целых 70 лет. Городец стоит на берегу великой реки Волги. Здесь красиво, спокойно и очень интересно. Городец – настоящий музей под открытым небом. И добраться до этого города можно на машине, а можно, как мы, на речном транспорте, на метеоре, который чуть меньше, чем за час довезет вас от Нижнего Новгорода до Городца. Городец знаменит не только своей историей. Его часто называют городом мастеров. Почему? Да посмотрите на его улицы. Здесь почти каждый дом – это произведение искусства. Старые купеческие дома украшены деревянной резьбой. Это похоже на кружево, которое сделано из дерева. Такие узоры называются глухая резьба. Раньше мастера вырезали их вручную, без электричества. Вы представляете, сколько было затрачено труда и насколько это красиво сегодня. Но главное сокровище Городца, по моему мнению, это город мастеров. Это целый музейный комплекс на набережной. Там стоят деревянные терема, как из русской сказки. Внутри работают настоящие мастера. Они не только показывают свои работы, но и учат всех желающих. Здесь вы можете рисовать городецкую роспись. Это очень яркая роспись по дереву. Главные элементы – это большие цветы, птицы и черные кони. Рисунки всегда жизнерадостные и праздничные. В Городце есть и другие промыслы. Например, золотное шитье. Это вышивка золотыми нитками. Такими узорами раньше украшали праздничную одежду. Или резьба по дереву, не только на домах, но и на шкатулках, досках, игрушках. Все это делается вручную, с любовью. Поэтому Городец и называют городом мастеров. Здесь все создано руками человека. В Городце есть монастырь, Феодоровский монастырь. Именно в этом монастыре был и умер известный русский князь, воин и защитник Александр Невский. Также говорят, что на набережной стоит его памятник, но мы этот памятник не увидели, зато побывали в монастыре. Монастырь и сейчас действует. Он, конечно, красивый, ухоженный и очень-очень атмосферный. Городец – это живой город. Здесь люди гуляют по набережной, катаются на лодках. Сюда легко добраться из Нижнего Новгорода. На машине или автобусе дорога займет всего час. Если же вы хотите увидеть настоящую русскую провинцию, почувствовать историю и прикоснуться к ремеслу, приезжайте в Городец. Здесь время течет медленно, а воздух пахнет медом, деревом и рекой.
Ну что, вот такой вот небольшой город Городец. Здесь очень много развивалось русских промыслов. Здесь жило большое количество старообрядцев, и поэтому здесь очень много таких вот ажурных элементов, которые были приняты именно у старообрядцев. Например, вот эти вот как раз наконечники солнышки или над окном вот это вот солнышко полное или половинчатое. Город очень интересный, очень красивый, своеобразный, аутентичный, как сейчас очень модно говорить. Мне в основном здесь понравились именно наличники и то, как они сохраняются здесь, как вписываются даже в какие-то современные постройки, современные одноэтажные, двухэтажные здания. Поэтому, если вы будете в Нижнем Новгороде, я вам очень рекомендую половину дня, любого дня посвятить городу Городец. До городца доехать можно на машине, на автобусе. Мы же приехали сюда на Метеоре. Всего час времени туда, час обратно. Но при этом можно еще и насладиться Волгой, посмотреть на воду, посмотреть на прибрежные волжские деревни. В общем, еще один городок на Волге у меня и у вас в коллекции. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. А сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.